Итак, существует 4 вида анарт. Душкритотхи. Или анарти, возникающие в результате греховной деятельности. Сукритотха. Происходящие от благочестивой деятельности. Апарадотхи. Анарти, возникающие в результате оскорблений. И бхактивюдхи. Или анарти, возникающие в результате несовершенного исполнения преданного служения. And here, Srila Vishnu Thakur explains to us that the remedy for all these offenses is what? И здесь Шрила Вишнуджаной Свами объясняет, что исцелением от всех этих анарт является что? What is the remedy for all these offenses? Какое есть лекарство, которое поможет нам избавиться от всех? Воспевание. Yes, chanting the holy name without offense. Повторение святых имен без оскорблений. He explains that offenses are not in the category of sin. И здесь объясняется, что апарадхи не относятся к категории грехов. And he explains the 10 kinds of offenses. И здесь объясняются 10 видов оскорблений. And of course the ultimate offense is inattention. И корнем всех этих оскорблений является невнимательность. So of course we're inattentive because we don't feel any effect when we chant Hare Krishna. И мы невнимательны, потому что мы не чувствуем эффекта, когда повторяем Харе Кришну. Anyone ever experienced that when we chant Hare Krishna, nothing seems to happen? У кого-то было такое ощущение, что он повторяет Харе Кришна, и ничего не происходит? Well, something is happening. Конечно же, что-то происходит. It's just that we're accustomed to it. Просто мы привыкаем к этому. Because at the very beginning, if one chants Hare Krishna, it must be different. Otherwise, how can we keep on chanting Hare Krishna? В самом начале, когда мы начинаем повторять Харе Кришна, мы что-то чувствуем, потому что иначе как бы мы продолжали столько времени это делать? Obviously, we wouldn't chant goda, 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 goda. Если мы будем вот так повторять, вода, вода, вода. There's no effect when we chant goda. Никакого эффекта нет, когда мы повторяем вода. But we won't keep on chanting it in vogue because there really is no effect. Но мы не будем долгое время повторять вода, потому что там на самом деле никакого результата нет. But when we chant Hare Krishna, there's an effect because otherwise, why would we keep on chanting? Но когда мы повторяем Харе Кришна, эффект есть, иначе зачем бы мы повторяли столько времени? But we probably, most of us don't completely feel Srimati Radharani's presence and Krishna's presence when we chant Hare Krishna. Но большинство из нас, скорее всего, не чувствует присутствия Радхарани или Кришны, когда мы повторяем Харе Кришна. In other words, most of our seekers don't stand on end. И у большинства из нас наши шикхи не встают дыбом, когда мы повторяем Харе Кришна. Simply by chanting Hare Krishna. Просто когда мы вот эти два слова говорим Харе Кришна. But if you look at Srila Prabhupada's face when he's chanting Hare Krishna, но если вы посмотрите видеозапись, когда Шрила Прабхупада повторяет Харе Кришна, посмотрите на его лицо, совершенно очевидно, что его опыт отличается от нашего опыта. Как же нам получить тот же опыт, который испытывает Шрила Прабхупада? We should follow his instructions. Yes. Да, мы должны следовать его наставлениям. And what's the instruction? So that, of course, there's so many instructions. Да, есть много наставлений. Because this is a rather esoteric question. Actually, what we should do is we should chant exactly like Prabhupada's chanting. Что мы должны делать? Мы должны повторять так, как повторяет Шрила Прабхупада. If we chant exactly like Srila Prabhupada, then we'll get exactly the same result. И если мы будем повторять так, как это делает Шрила Прабхупада, мы получим тот же результат.
So what do we have to do in order to chant exactly like Srila Prabhupada is doing? Но что же нам нужно сделать, чтобы мы повторяли так же, как это делает Шрила Прабхупада? Надо послушать, как это делал он. We should hear like he is doing. Yes, we should try to listen to how Prabhupada is chanting. Да, мы должны научиться в совершенстве слушать, как это делает Шрила Прабхупада. And why can't we hear it perfectly? Но почему мы не можем Or if так we же? want to hear perfectly, what do we have to do? Так же предаться Кришне, как он предался. We should surrender like Шрила Прабхупада did. Yes. And how do we know how Prabhupada surrendered? Да, мы должны предаться так, как это сделал Шрила Прабхупада, но как мы узнаем, как это сделал Шрила Прабхупада? Следует наставлениям. We should follow his instructions. Yes. So we have his instructions, Да, у нас есть его наставления. and we have his example. И есть его пример. So is this very difficult? Разве это трудно? Is it very difficult to figure out what Prabhupada wanted? Разве трудно узнать, чего хочет Шрила Прабхупада? Трудно следовать. Никто не знает? Трудно следовать. It's so difficult. Очень трудно. Ну, кроме его прямых наставлений, есть же еще его книги, там шастры и все. We have his books. Yes. We have his books and we have his example, we have so many different things. So basically, what did Prabhupada want? У нас есть его книги, есть его наставления, и если коротко сказать, то чего хотел Шрила Прабхупада? What was Prabhupada trying to do? Что хотел сделать Шрила Прабхупада? Anyone know what Prabhupada was trying to do? Чтобы мы распространяли сознание Кришны, сотрудничая друг с другом. He wanted that we would distribute Krishna consciousness, cooperating with each other. Yes. He wanted us to love Krishna. Он хотел, чтобы мы полюбили Кришну. And where is Krishna? А где Кришна? Преданных. He's in the hearts of the devotees. В сердцах преданных. Anywhere else? Еще где-то? Дитис. Holy name, this. Anywhere else? Еще? The holy name in each atom. In each atom also, yes. Да, в каждом атоме тоже. В So how do нашем we love сердце. each atom? Но как же нам любить каждый атом? Чета дар панамарджина. В нашем сердце, Господь. Чета дар панамарджина. Chaitodar, yes, Chaitodar. So, basically speaking, we're not about to love each atom. Если говорить в целом, то нам будет сложно полюбить каждый атом. But we can show our love to Krishna in 4 different ways. Но мы можем проявить свою любовь к Кришне несколькими способами. One is as Ishvara, the deity. We worship the deity. Первое, мы относимся к нему как к Ишваре и поклоняемся в форме божества. We worship the deities through the deity worship, through hearing about Krishna and Srimad Bhagavatam. И как мы поклоняемся божеству, совершая пуджу, также слушая Шримад Бхагаватам, Писание. We worship the deity by cooperating together in the deity worship. Мы также поклоняемся божеству тем, что сотрудничаем в поклонении божествам. The deities in the heart. Божество в сердце. Well, also we worship the deity by trying to help others become Krishna conscious. Да, мы поклоняемся божеству, помогая другим стать сознающими Кришну. Here is the deity, we're doing arti, but also there is a living entity, and that's also a kind of, we have our deity worship. И да, мы совершаем пуджу, когда поклоняемся божествам, но также есть и живые существа, у них в сердце тоже Господь, и когда мы им помогаем, тоже поклонение божеству. Just like we have the way of worshiping the devotees. Как мы, например, поклоняемся преданным. So we also have a way of worshiping the innocent. Также есть способ поклонения невинным душам. By trying to help them somehow or another become Krishna conscious. Помогаем так или иначе стать сознающими Кришну. So we see even the innocent people as an object of worship, but we worship them through the instructions of our predecessor acharyas. Поэтому невинные живые существа тоже являются объектами поклонения, но как мы им поклоняемся в соответствии с наставлениями предыдущих ачарьев. Becoming a servant of a spiritual master means we learn how to worship different living entities in different ways. Стать слугой духовного учителя значит научимся поклоняться разным живым существам разными способами. When we take initiation, it's not that suddenly
someone becomes as good as God for us, И когда мы получаем посвящение, это не так, что неожиданно кто-то становится для нас таким же, как Бог, and everyone else becomes as good as a dog. а все остальные такими же, как Дог. God is spelled G-O-D and dog is spelled D-O-G. По-английски Бог это год, а Дог, собака, это наоборот D-O-G, то есть в обратном порядке буквы. No, we take initiation so we can learn how to worship properly every living entity. Итак, мы получаем наставление, чтобы научиться тому, как правильно поклоняться каждому живому The существу. words coming from the mouth of the spiritual master or any elevated devotee Слова, исходящие с уст истинного духовного учителя и других возвышенных преданных, is to help us how to properly show respect to every living entity. предназначены для того, чтобы мы научились выражать свое почтение правильным образом каждому живому существу. So somehow or another we try to attract innocent people to Krishna. Так или иначе, мы стараемся привлечь невинные души к Кришне. That's what Prabhupada did. Это то, чем занимался Прабхупад. Prabhupada got on a boat, the Jaladuta, not he wanted to take a vacation. Шрила Прабхупада поехал на борту корабля Джаладута не для того, чтобы провести отпуск. He thought, oh, America, it's such a nice land, let me go to America, and I can see all the nice buildings there. У него не было таких мыслей, вот Америка такая интересная страна, нужно поехать туда на экскурсию, посмотреть разную архитектуру. No, he had a mission to help people become conscious of Krishna, even in the Western world. У него была особая миссия помочь всем живым существам, и в особенности в западном мире. Prabhupada's godbrothers thought that none of us would become Krishna conscious. Духовные братья Шрилы Прабхупады утверждали, что там на Западе никто из нас не может стать сознающими Кришну. For them, we were just like dinosaurs. Like, Dinosaurs. Dinosaurs. для них мы были что-то вроде динозавров. To see any one of us chanting Hare Krishna, to them it was just like a dinosaur chanting Hare Krishna. Для них увидеть, что западный человек повторяет Харе Кришна, это все равно, что увидеть динозавра, который повторяет Харе Кришна. Chaitanya Mahaprabhu was able to get the lions and tigers to chant and dance. Шри Чайтанья Махапрабху вдохновил тигра, оленей повторять Харе But he Кришна. never tried to get a dinosaur to chant and dance. Но он ни разу не пытался вдохновлять динозавров повторять Харе Кришна. So Prabhupada, he thought, yes, let me go and try. Но Шрила Прабхупада подумал, поеду, попробую. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, even the dinosaurs, Tyrannosaurus Rex, По милости Шри Чайтанья Махапрабху даже динозавры, может быть, начнут повторять Харе Кришна. So that's what Prabhupada did. He came to the Western world on the Jaladuta, and he was fixed, and that's what his mission was. И так Шрила Прабхупада, он зашел на борт корабля Джаладута, отправился в западный мир. Это была его миссия — помочь этим живым существам. And he was trying to get devotees. He was trying to make devotees. He was trying to get people to chant Hare Krishna. И он попытался повторять людей, вдохновить, повторять Харе Кришна и создать преданных. And it wasn't easy. Было непросто. It's not easy to get a dinosaur to chant Hare Krishna. Не так просто вдохновить динозавров повторять Харе Кришна. So every 3 months, Prabhupada would go back to the place where he got the ticket, where he landed, И каждые 3 месяца Шрила Прабхупада отправлялся в контору этой компании and inquire, when is the next boat going back to India? и спрашивал, когда будет обратный рейс в Индию. Because he didn't find it so easy. Даже он понял, что здесь не так просто. But with determination, after some time, some of the dinosaurs actually started to chant Hare Krishna. Но благодаря его решимости, спустя какое-то время некоторые динозавры стали повторять Харе Кришна. And his godbrothers couldn't believe it. Его духовные братья не могли в это поверить. It looks like the dinosaur is chanting Hare Krishna, Выглядело так, что действительно, неужели динозавры могут повторять Харе but Кришна? it's not possible. Это невозможно. And even I remember the first time I went to India, I think it was 1972, И когда я первый раз отправился в Индию, это было в 1972 году, one of Prabhupada's godbrothers invited Prabhupada's disciples to go and take prasadam at their ashram.
Один из духовных братьев Шрилы Прабхупады пригласил учеников Шрилы Прабхупады принять прасад в его ашраме. We thought that was very nice, Мы подумали, как замечательно. because they knew how to cook and we had no idea how to cook. Они знают, как готовить, мы вообще не представляем себе, как готовить. In any case, we went there, and one of this Prabhupada's godbrothers, his disciples, gave a whole lecture on how it looked like the dinosaurs were chanting Hare Krishna, but actually they weren't really doing it. One of Prabhupada's godbrother's disciples gave a lecture. И один из учеников этого духовного брата Шрилы Прабхупады дал лекцию. And he said that actually it looks like you're chanting Hare Krishna, but actually you're really not chanting Hare Krishna. И в этой лекции он сказал, что выглядит так, как будто вы повторяете Харе Кришна, но на самом деле вы не повторяете Харе Кришна. He actually said actually Swamiji, he took some drug-addicted hippies. В этой лекции он сказал, ну с вами же набрал себе каких-то наркоманов. And made them look like they were chanting Hare Krishna. И выглядит так, как будто они повторяют Харе Кришна. But we know you're actually not chanting. Но мы знаем, на самом деле вы не повторяете Харе Кришна. So when Prabhupada heard this, that we actually went there, И когда Шрила Прабхупада услышал, что мы туда сходили, Prabhupada was very upset. Шрила Прабхупада очень расстроился. He said anyone who went there, they've been spiritually scarred. Он сказал, что все, кто ходили туда, они spiritually Scarred. Like when you get a scar in you cut your skin and then there's a scar. You don't know what a scar is? шрам, получили духовное ранение. In other words, maybe we're not chanting Hare Krishna fully, Может быть, да, мы в полной степени не повторяем Харе Кришна. but obviously dinosaurs can chant Hare Krishna Но даже динозавры могут повторять Харе Кришна, if they get the mercy of the pure devotee. если они получат милость чистого преданного. Kiritana, what is that? Кирата. Kirata Hunanda Pulunda Pukasha Abira Yavana Shuna Kasadaya Yanye Chapapa Pashayashaya Shuyanti Tasmai Pravishnu Ve Namaha. That by the mercy of Krishna, anyone can chant Hare Krishna. В этом стихе из второй песни Шримад Бхагаватам говорится, что любой по милости Кришны может повторять Харе Кришна. But we have to follow the footsteps of the pure devotees. Но мы должны следовать по стопам чистых преданных. So Prabhupada was fully dedicated to helping others become Krishna conscious. Поэтому Шрила Прабхупада, поскольку он полностью посвятил себя тому, чтобы дать людям сознание Кришны, He didn't have this attitude that here I am, I'm the pure devotee. но у него не было такого настроения, вот он, я чистый, преданный, I've come to save you all. пришел вас всех спасти. Anyone who touches my lotus feet is purified. Каждый, кто коснется моих стоп, сразу очистится. Anyone who criticizes me, Yamaraj, has written his name down. Любой, кто критикует меня, Ямарадж уже записывает его в свои списки. He gets a personal invitation delivered by the Yamadutas to visit him. Ямадуты лично доставят ему приглашение. No, Prabhupada was completely fixed on the mission, try to help others become Krishna conscious. Нет, Шрила Прабхупада был полностью сосредоточен на миссии, как дать всем сознание Кришны. He didn't think I am a great devotee, everyone else is fallen. Он никогда не думал, вот я великий преданный, а тут все падшие такие. But he was fixed in the mission of becoming a servant of the servant of the servant of Krishna. Он был полностью утвержден на этой миссии, стать слугой, слуг Кришны. And Krishna has only one mission in this world. А в этом мире у Кришны только одна миссия. He's not, let me create a few nice universes. Не так, что Кришна думает, вот несколько красивых вселенных сейчас создам. Krishna doesn't take a universe and then paint it very nicely. Он не берет эту вселенную, не раскрашивает ее красиво, показывает Радхарани, посмотри, вот какая красивая вселенная. Or he doesn't take the universe and play ball with it. И не играет в футбол этими вселенными. He has only one purpose of creating a universe, is that to help others become conscious of him.
Единственная цель, с которой Кришна создает эти вселенные, это помочь этим падшим живым существам, чтобы они стали осознавать Кришну. And every atom in the universe has the same purpose. Каждый атом во вселенной несет ту же самую цель. To give the living entities a chance either to dream that they're going to become Radha and Krishna. И какова цель? Цель в том, чтобы либо предоставить живым существам возможность мечтать о том, что они стали Радхой и Кришной. That's the whole dream. Это сон. Radha Krishna. Радха Кришна. Tarzan. Тарзан. Jane. Джейн. Mickey Mouse. Маус. Minnie Mouse. Мини Маус. Minnie Mouse. Мини-маус. Minnie Mushka. Мини-мышка. Romeo. Ромео, Джульетта. Julia. That's the whole dream. Everyone's dreaming. Все мечтают и спят. Brahma is dreaming. Брахма спит. Saraswati is dreaming. Сарасвати тоже мечтает. Mickey Mouse is dreaming. Микки Маус. Все это мечты. Everyone is dreaming. Каждый находится в этом иллюзорном мире. So Krishna gives us that opportunity to dream. И Кришна предоставляет нам эту возможность воображать что-то. At the same time, Maya is trying to wake us up. Но Майя пытается нас пробудить от этого сна. Oh, you want to be Mickey Mouse? А, хочешь быть Микки Маусом? Получай. Oh, you want to be Minnie Mouse? А, хочешь мини-мышкой? Держи. Enjoy. Наслаждайся. Bang! Like Prabhupada was walking along one day, and someone offered him he was walking on the pier near the ocean. Однажды Шрила Прабхупада шел вдоль берега на океане. And there was one fisherman there. И там был один рыбак. So he took the fish and said, "Would you like the fish?" He offered it to Prabhupada. И этот рыбак, он взял рыбу и предложил Шриле Прабхупаде: не хотите ли рыбу? And Prabhupada said, "No, that's all right. You enjoy." Шрила Прабхупада сказал: нет, сам наслаждайся. And then when he was walked a little further, when the man couldn't hear him, И Шрила Прабхупада прошел дальше, человек не расслышал его. he said, "And suffer." И Шрила Прабхупада уже не слышал его, и Шрила Прабхупада сказал: ну и страдай тоже. So we can enjoy here. There's so much opportunity for enjoying. Да, здесь столько возможностей для наслаждения. They just came out with a new iPhone. Сейчас вот новая модель айфона вышла. Now we can enjoy. Вот теперь мы сможем наслаждаться. But we'll also suffer. Но придется страдать. Because you put one of these phones next to your ear. Потому что когда вы прикладываете сотовый телефон к вашему уху, And more or less it's a microwave. это все равно, что вы засовываете в голову в микроволновую печку. So after some time the brain gets cooked. И через какое-то время мозги начинают закипать. Hello, who is this? О, здравствуйте, кто там? You're my mother? Мама? What's my name? I can't remember. Я что-то не помню, как меня зовут, извините. I've had this phone next to my ear for too long. Я слишком долго у своего уха держал этот телефон. Where am I? Где я I have сейчас? no idea. Не понимаю. So now we're going to enjoy. Now technology has saved us. Мы думаем, вот, технология нас спасет, сейчас мы можем наслаждаться. But we also have to suffer. Но придется страдать. There's some enjoyment in the material world, undoubtedly. Нет сомнения, в материальном мире есть наслаждение. Otherwise, how could countless living entities stay here? А иначе, почему бы бесчисленные живые существа оставались здесь, Hankering for the drop of the water in the desert. пытаясь найти каплю воды в пустыне? But if we want to find out where the real nectar is, where the real relationships are. Но если мы обнаружим то место, где есть настоящие отношения, настоящий нектар, Because that's what everyone's looking for, is a romantic relationship. все ищут романтических отношений. You know, the birds start chirping, Птицы щебечут, flowers start blooming, цветы расцветают, the music starts playing. музыка начинает играть. Yes, my soulmate has arrived. Мой, наконец-то мой возлюбленный прибыл. They have that word here, soulmate.
Soulmate. You know what a soulmate is? The soul, the mate for my soul. Пара для моей души, да? Вторая половинка. Друг души. Вторая половинка, да. The ladies know more about these things than the men. Женщины больше об этом знают, чем мужчины. So these relationships that we want, so beautiful, so romantic. Эти отношения, к которым мы стремимся, они такие Where do we прекрасные, find them? романтические, но Where где do их they найти? actually exist? Где они существуют в реальности? It's Lord Nityananda with Lord Haridas Thakur going door to door. Господь Нитянанда в сопровождении Харидас Такура, они вдвоем ходили от двери к двери. Knocking on the door, knock, knock. Стучали в дверь, тук-тук. Who's there? Кто там? Nitai. Это Нитай. Which Nitai? Какой Нитай? The friend of Haridas Thakur. Друг Харидас Такура. What do you want? Чего хочешь? We want to give you something. Хотим вам что-то дать. Go away. Убирайся отсюда. Knock, knock. Who's there? Тук-тук, кто там? Hari. Харин. Hari who? Харин. Haridas. Харидас. Okay, what do you want? Чего хочешь? Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shika. Chant the name of Krishna. Повторяйте имена Кришны. Worship Krishna. Поклоняйтесь Кришне. Follow Krishna's instructions. Следуйте наставлениям This is the Кришны. real relationship we have with others. Вот таковы истинные отношения, которые мы должны иметь с другими. We may not see the soul in everyone's heart, Возможно, мы еще не видим душу в сердце каждого, but we're working according to the knowledge that there is a soul in everyone's heart. но у нас есть информация о том, что в сердце каждого есть душа. We may be blind, Возможно, мы еще слепы, but somehow or another, by the mercy of the acharyas, they've given us some glasses so we can see something. но по милости Ачарьи мы получаем очки, с помощью которых мы можем что-то видеть. We may not be on the level of Vidya, Vinaya, Sampane, Brahmani Gavi Hastani, Shuni, Chaiva, Svapake, Cha, Pandita, Samadarshana. Probably most of us, when we look at a dog, we don't think, wow, look at that gopi. Возможно, большинство из нас не находится на том уровне, который описан в этом стихе Пандита Самадаршина. Когда мы смотрим на собаку, мы не говорим: о, посмотрите, какая красивая гопи. Look at Krishna. Посмотрите на Кришну. We don't even see, when we look at the elephant, we probably don't see the soul. И когда мы смотрим на слона, мы тоже, наверное, скорее всего, не увидим там душу. When we look ourselves in the mirror, we probably don't see the soul. Даже когда мы смотрим на свое тело в зеркало, возможно, мы тоже не замечаем душу. Because we're blind. Потому что мы духовно We see слепы. according to the illusory energy, what the illusory energy is telling us. Мы смотрим в соответствии с тем, что нам диктует иллюзорная энергия. As I've said before, Как я говорил прежде, we look in the mirror смотрим в зеркало, and we become inquisitive. и у нас возникает любознательность. Mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Свет мой зеркальце, скажи и всю правду расскажи. And of course the mirror says, my dear soul, И зеркальце говорит: дорогая душа, now by good fortune and pious activities, благодаря великой удаче и благочестивым you действиям, have darshan to the absolute truth in the mirror. ты в зеркале получил даршан абсолютной истины. So just worship that beautiful deity in the mirror. Пожалуйста, поклоняйся этому прекрасному божеству, которое ты увидел в зеркале. Render unalloyed, uninterrupted service, Твое служение должно быть бескорыстным и непрерывным. and everything will be revealed to you. И тогда в свое время тебе все откроется. Bathe the deity, Омывай это божество, take a shower, принимай душ. serve the deity nice food, Прекрасное блюдо подноси этому dress божеству. the deity and comb its hair. Укладывай волосы, одевай это божество. For your devotees. So when your devotees have darshan, И когда преданные получают такой даршан, they'll be able to worship you properly. когда все преданные получат даршан этого божества, они будут тебе And then go out in the поклоняться. world И ты отправляйся вокруг and света. spread the glories of the deity all over the universe. Распространяй славу этого божества по всей вселенной. Govindam Adi Purusham Dhimam Vijami.
So we may not see like that. Возможно, у нас не будет такого. We may not see that there is actually soul within the body. Мы можем не заметить, что в этом теле есть душа. But the acharyas, Prabhupada has given us this vision. Но ачарьи и Шрила Прабхупада дают нам это видение. They've given us some brains. Они дают нам мозги. Prabhupada used to say they accuse us of washing people's brains. Шрила Прабхупада говорил, что они обвиняют нас, мы промываем людям мозги якобы. Brainwashing. Промываем мозги. They accuse in Russia here also. В России выдвигают такие обвинения, Devotees are brainwashed. что преданные промывают мозги. Prabhupada said, no, that's not possible. Шрила Прабхупада говорил, это невозможно. Everyone I came in contact with had no brains. С тем, с кем я соприкасался здесь до сих пор, у них не было мозгов. There are no brains to wash. Поэтому нечего было промывать. All they had was cow dung. Все, что осталось, навоз. And no matter how much you wash cow dung, it still remains cow dung. Сколько бы вы ни промывали навоз, там остается один навоз. It's like trying to clean coal. Это все равно, что очищать уголь. The more you wash the coal, still there's coal. Чем больше вы полируете уголь, тем он чернее становится. So Prabhupada couldn't wash our brains. Поэтому Прабхупад не мог промыть наши мозги. He had to give us brains. Он должен был дать нам мозги. So this is the vision we put on, and although we don't see perhaps the soul and the super soul, Так мы получаем от ачарьи определенное видение, и, возможно, сразу мы не увидим душу, сверхдушу, but we're learning to see through the eyes of the scriptures. но мы учимся смотреть сквозь призму Писаний. Become convinced that everyone is Krishna's eternal servant. И мы постепенно убеждаемся, что каждый является слугой Кришны. And therefore, if I'm a man, when I look at a woman, then I don't think, oh, here is my next victim. И когда мужчина, обладающий таким видением, смотрит на женщину, он уже не думает, вот моя очередная жертва. And when a woman looks at a man, she doesn't think, oh, here is my next victim. И женщина смотрит на мужчину, она тоже уже не думает, вот моя очередная жертва. Just chant the mantra. Просто повторите мантру. I love you. Я люблю тебя. I love you. А я люблю тебя. I love to exploit you. Я люблю эксплуатировать тебя. I love to exploit you too. На самом деле, я люблю тебя эксплуатировать. It's true love. Это истинная любовь. For at least a couple of months. Хотя бы на пару месяцев. No, it's a different vision. Нет, сейчас мы получаем другое There's видение. love there. Да, любовь Not the есть. devotees. Oh, there's no love in the material world. Но не так, что вообще никакой любви нет в этом The typical материале. brahmachari goes home. Брамачари возвращается He hasn't seen домой. his mother for 3 years. Он не видел свою маму 3 года. The mother comes to embrace him. Mать подходит обнять его. Stop! Стой! You're a woman. I don't Ты touch you. женщина, не прикасайся ко мне. Oh. What did you do to you? Что с тобой сделали? I took care of you when you were a little baby. Я же носила тебя на руках, когда ты был Stop, малышом. don't touch me. Не прикасайся ко мне больше. You're 3 feet too close. Больше 3 шагов не подходи. Ближе 3 шагов не подходи. No, not that there's no love in the material world. Нет, это не так, что вообще нет любви в материальном But мире. trying to help others become Krishna conscious, that is love. Но настоящая любовь – это помочь другим стать сознающими Кришну. That is actually how to love people. Вот так мы можем любить людей. To actually love the real person. Любить истинную личность. Even we can't see them, but we know what their real interest is. Но даже если мы еще не видим их истинную сущность, мы понимаем, в чем их истинный интерес. And therefore we really try to serve their interest. Поэтому мы стараемся служить их истинному интересу. That's really love. И это настоящая Of любовь. course, that doesn't mean, well, I'm married now, Но это не означает, что если я сейчас женат, and now I only love the soul. я буду любить только душу. So the wife tells the husband, my dear husband, can you go and make some money? И жена говорит мужу: можешь, дорогой муж, заработать немного денег? We have to eat. Нам кушать хотя бы что-то нужно. Oh, that's all right. Нет, нормально. That's mundane. Это все мирское, материальное. We have to go to a higher platform. Мы должны подняться на более высокий уровень, к чистой любви.
We'll just sit here together and chant Hare Krishna and love each other. Давай просто здесь сидеть, повторять Харе Кришна и любить друг But the друга. children are crying, they're hungry. Но дети же плачут, они голодные. Tell them to chant Hare Krishna. Скажи, пусть тоже Харе Кришна повторяют. And the dog is barking, it hasn't eaten for 3 days. Наша собака уже там лает, она 3 дня уже ничего не ела. Offer the bone to Krishna. Offer the bone. Предложи косточку Кришне. No, it also means that we have to see what's necessary for people to actually make advancement towards Krishna consciousness. Мы должны видеть, что может помочь человеку продвигаться в сознании Кришны. Prabhupada said we're trying to do 2 things. One is to establish the atmosphere in which people can become conscious of Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что наша работа идет по 2 направлениям. Мы должны создать атмосферу, которая позволит людям становиться сознающими Кришну. So that when we give people Krishna consciousness, the philosophy, the practices, they actually have the greatest effect. Чтобы когда мы дадим людям философию сознания Кришны, она произвела огромное влияние. So we have to have some faith that this Krishna consciousness movement will satisfy all my desires. Мы должны иметь твердую веру, что в сознании Кришны могут быть выполнены все мои желания. If I want to love someone, then we should love them in Krishna consciousness. Если мы хотим кого-то любить, то нужно делать это в сознании Кришны. It's not that if I become Krishna conscious, then, I become completely averse to everyone. А не так, что я стал сознающим Кришну, все, теперь меня больше никто не интересует. That I only love Krishna. Я люблю только Кришну. And that because now I become a devotee. Я стал преданным. Yadavadi mama Krishna padara vinde nava rasa damanuta ratimasi. Tadavadi patanari sangame smaryamane bhavati mukha vikara vishusti nistivanam kya. You know the translation? And every time, now that I become a devotee of Krishna, С тех пор, как я стал преданным Кришне, remembering the wonderful pastimes of Krishna, постоянно помню об этих удивительных играх Кришны. whenever I remember my activities with the ladies, Каждый раз, когда я вспоминаю свои взаимоотношения с женщинами, my lips curl in disgust. мои губы кривятся в отвращении. And I want to spit. Я хочу сплюнуть. So then the brahmachari thinks, yeah, there's a lady. Брамачари думают, о, женщины идут опять, сплевывают. No, that's a misunderstanding. Это заблуждение. No, Jamunacharya said, whenever I think of my activities as sense gratification, Потому что ему вначале говорит, когда я вспоминаю свои действия чувственного наслаждения, when I was trying to exploit the ladies, когда я пытался эксплуатировать then женщин, that idea of exploiting the ladies, then I spit at the thought. то сама эта идея эксплуатации женщин, я на эту идею сплевываю. He wasn't spitting at the ladies. Он плевал не на женщин, He was spitting at the thought of exploiting them. он плевал на мысль об эксплуатации женщин. So the same thing holds for the ladies, rather than То же самое относится и к женщинам. as Chanaka Pandit said, Как Чанакья Пандит говорил, Matrivat paradhareshu paradvareshu lostrava atmavat sarvabhuteshu yakpashiti sapanditaha. That one should see every lady except for one's wife as being just like one's mother. это высказывание Чанакья Пандита, он говорит, что мужчина должен смотреть на каждую женщину, кроме своей жены, как на мать. So in the opposite way, that every lady should see every man except for her husband to be just like her son. И точно так же каждая женщина должна смотреть на других мужчин, кроме своего мужа, как на сыновей. One should see everyone else's property to be just like garbage in the street. И на имущество других людей нужно смотреть, как на мусор, лежащий на улице. And at the same time, one should see every living entity as Krishna's servant.
На каждое живое существо нужно смотреть как на слугу Кришны. Just like we're Krishna's servants, so every living entity is also Krishna's servant. Точно так же, как мы являемся слугами Кришны, каждое живое существо является So these are слугой the Кришны. vision we're trying to put on. Вот то видение, которое мы должны развить. That's human being. Это настоящее человеческое видение. So sometimes we're not so human. Иногда мы, к сожалению, не ведем себя как люди. And the mind will go, slap! Когда майя приводит нас в чувство, What happened? мы думаем, что произошло. You were dreaming. I tried to wake you up. Немножко заснул, я вот тебя разбудила. Put on your glasses. Надевай Oh, okay. Now, очки. Вот now I understand. теперь понял. But even higher than that, Но еще выше этого уровня, the platform we're trying to work on, это уровень, на котором мы стараемся работать. we first get those glasses on. Сначала мы надеваем And then we первые get some adjustment. очки, чтобы как-то более ясно видеть. Bhoktaram jagatapasam saro lokamaheshwaram suridam sarabhutanam yatramam shantim rikiti. To actually see everything here as Krishna's property. Чтобы видеть все окружающее нас, как принадлежащее Кришне. And to see everything here is meant in Krishna's move to please Krishna. Все, что нас окружает, предназначено для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. To help the advancement of the Sankirtan movement. И по мере развития движения And at the Санкиртана same time help us develop love for Krishna. помочь нам развить любовь к Кришне. It's perfectly arranged like that. Все устроено наилучшим образом для этого. And to see that Krishna loves everyone. И мы должны в конце концов увидеть, что Кришна любит всех. He's our ultimate well-wisher. Он наш высший доброжелатель. He's the one who's supplying everything to all of us. Тот, кто обеспечивает все необходимое для нас. So to put on those vision and then try to please Krishna by giving Krishna to others. И развивая такое видение, мы должны постараться помочь другим, давая им возможность стать сознающими Because Кришну. we should also accept Krishna for ourselves. В первую очередь мы должны принять Кришну для себя лично. Not that we take off our glasses and give them to someone else. А не так, что мы эти очки снимаем и просто отдаем кому-то другому, Left line. а сами вслепую дальше идем. No, you take off. We keep the glasses on and we gift the glasses to everyone else. Мы сохраняем это видение, эти очки для себя и также даем такие же очки другим. We give them the vision of Krishna consciousness. Даем им возможность обладать этим видением сознания Кришны, The activities of Krishna consciousness. деятельности сознания Кришны, The mood of Krishna consciousness. настроение сознания So we Кришны. actually try to genuinely help others become conscious of Krishna. Мы искренне пытаемся помочь всем стать сознающими Кришну. And in order to do that, Krishna will have to help us become Krishna conscious. И для того, чтобы мы могли это делать, Кришна нам лично поможет стать сознающими Кришну. Because we cannot give others Krishna consciousness unless we ourselves, to some degree, become conscious of Krishna. Как мы можем давать сознание Кришны другим, если у нас у самих до какой-то степени не будет сознания Кришны? One time, Tripurari Maharaj, he asked Prabhupada, he said, how long will it take us to develop Krishna prema if we go out and distribute books? Однажды Трипурари Махарадж спросил Шрилу Прабхупаду, сколько времени у нас займет процесс развития Кришна према, если мы будем выходить и распространять книги? How long will it take us to develop love of Krishna if we go out and distribute your books? Если мы будем выходить и распространять ваши книги, то сколько времени у нас займет развитие любви к Кришне? So Prabhupada said, if you're going out and distributing my books, then you have love for Krishna. И Шрила Прабхупада сказал, если вы выходите и распространяете мои книги, это значит, что у вас уже есть любовь к Кришне. Otherwise, how can you go out and distribute my books unless you had love for Krishna? А иначе, как вы можете выходить и распространять книги, если у вас нет любви к Кришне? It may not be pure Krishna prema, Возможно, это еще не чистая Кришна but it's према, love for Krishna. но это любовь к Кришне. And that love will develop the more we practice it. И эта любовь будет развиваться еще больше по мере нашей практики. So it's not that we go out and we try to help others become Krishna conscious. Поэтому это не так, что мы просто выходим и пытаемся другим помочь стать сознающими We Кришны. don't even have to go out. Нам на самом деле выходить даже не надо. As Bhaktivinoda Maharaj was saying today in the class, even our own home. Бхактивиданта Махарадж говорил, что даже у себя дома. It's not that we're trying to help everyone else become Krishna conscious.
And our family, they're all, you know, who knows who they are. Это не так, что мы выходим, распространяем сознание Кришны всему свету, а дома непонятно, кто там живет. My family is mundane. Моя семья это мирская. These children are crying all the time. Дети постоянно плачут. He's already 2 years old. Уже 2 года им. He's not chanting 16 rounds. Они еще 16 кругов не повторяют. He must be completely in Maya. Похоже, они полностью в мае. My wife keeps on saying, pay the rent. И жена каждый месяц говорит, плати за квартиру. She has no higher vision. Нет у нее высшего видения. No, not these. These are mundane living entities. Не так, что это какие-то материальные I have to go out существа. and search for the real devotees. Вот истинных преданных я вот там буду искать, To save them, чтобы их спасти. because that's why I advented myself. Вот именно для этого я не зашел в этот To мир. save the pure devotees. Спасти всех чистых преданных. No, actually, every living entity, including our wife, our husband, the children. Все живые существа, включая нашего мужа, жену, детей. And if we're unfortunate enough to have a dog, Ну, возможно, если кому-то не повезло, еще собака у него дома есть. we should try to help the dog too. Ну, тогда нужно попытаться собаке тоже He's помочь. also a Krishna servant. Потому что она тоже слуга Кришны. So we give the dog prasada. Кормите собаку And we просадом. maintain the family and try to engage them in Krishna service. Поддерживайте семью, помогайте им заниматься служением Кришне. And if I think, oh, this is my wife, Или кто-то думает, это моя жена, this is my husband, а это мой муж. they're here for my enjoyment. Они для моего наслаждения. And after I enjoy, then I go out and spread Krishna consciousness. И когда я наслажусь, тогда я выйду и буду распространять сознание Кришны. That will not be very good. Это будет не очень хорошая идея. Just like there was one devotee. Один преданный. The first time I went to Mayapur, he was living in a little shack near the temple. Hut. Yeah. Когда я первый раз приехал в Майяпур, один преданный жил недалеко от храма в хижине. He had left the movement in the 1970s, Он еще early в 70s. начале 70-х он оставил And движение he went to Radha-Kund. и отправился на Радхакунду. And he became, he went with the Babajis there. И там начал общаться с Бабаджи. And with the Babajis, he had learned his rasa. He took Siddha Pranali. И он получил у них ситха пранали, ему сказали, какая у него раса с Кришной. And he learned his rasa was a peacock. Ему сказали, что он в духовном мире павлин. So when I visited him, he told me he was a peacock in Vrindavan. И когда я его посетил, он сказал, а я теперь павлин. And he had a sadhana. His sadhana was going, coo, И его садхана состояла в том, чтобы ходить и петь как павлин. So I thought this would probably be a little boring. I said, how can you maintain this sadhana? How do you maintain this sadhana? Я подумал, наверное, это ж скучно вот так целый день делать. Я его спросил, а как ты вот следуешь все время такой садхане? Because he was living with his wife, practicing coo, coo. Потому что он с женой еще жил вдобавок ко всему. И вот I такой said, don't you ever практикой. get agitated? А это не беспокоит твою жену, спросил? He said, well, if I ever get agitated, I have my wife here. А, ты не приходишь в возбуждение? Спросил я его. And then I Он go сказал, back ну, to my если я son. прихожу в возбуждение, у меня рядом жена, он сказал. And then I go back to my sadhana. А потом, когда мы с ней насладились, я возвращаюсь в своей садхане. So this is not our vision. Ну, у нас не такое направление. Our vision is everyone is Krishna's servant. We should try to serve them. Наше видение, что каждый является слугой Кришны, и мы должны каждому служить. We should try to help them become conscious of Krishna. Помогая им стать сознающими Кришну. And part of that is taking care of whatever needs they have. И часть такого служения – это обеспечивать те нужды, которые есть у окружающих Legitimate нас. needs. У них есть какие-то Just like нужды. Prabhupada, he built Mayapur. Как Шрила Прабхупада построил этот комплекс в He Майяпуре. built the long building, Это длинное здание. and he put toilets in it. И он там туалеты сделал. We were probably one of the first people in Bengal to use toilets. Преданные были первыми людьми в Бенгалии, которые воспользовались на территории Бенгалии западными туалетами. Because for practically all the Bengalis, the whole Bengal is a toilet. Вся Бенгалия это, конечно, туалет для бенгальцев.
But Prabhupada knew the Westerners, they would feel very inconvenient. Но Шрила Прабхупада знал, что для западных людей это будет немного неудобно. Because it was quite difficult to use a toilet in the beginning, or not to have a toilet. Потому что вначале это очень сложно отказаться от туалета. Because imagine having to go out in the field with a stick. Представьте себе, вы идете в поле, и вам еще палка нужна. Because a lot of times there were pigs. Потому что свиньи, они поджидают. And they were all very hungry. Они очень голодные. And when you're in the field trying to pass stool, they wouldn't wait. И когда вы опорожняете свой кишечник на поле, они не дожидаются до конца. You have to beat them off. Just wait a moment. И вам приходится отбиваться палкой, чтобы закончить свое занятие. So Prabhupada had built toilets, he had running water, so many things. Шрила Прабхупада поставил туалеты, там краны с водой. Just so the Westerners could come and take advantage of the holy Dham. Чтобы западные люди приезжали и получали благо в этой святой So Дхаме. Prabhupada made so many arrangements. Столько всего Шрила Прабхупада сделал. He said that even householder, you can become a householder, Шрила Прабхупада сказал, вы можете становиться домохозяевами, but follow the regular principle. но следуйте регулирующим принципам. Not three. Не трем. Not no meat, no fish, no eggs. Не так, что только не нужно есть мясо, рыбу, яйца. Мясо, рыбу и яйца. All four regular principles. То есть все 4 регулирующих принципа. But if you want love, then there'll be love if you actually are in Krishna consciousness. Если вы хотите любви, то она будет, но в сознании Кришны. You'll not only love your wife and really love your wife, not only love your children, И вы будете не только любить вашу жену, будете на самом деле любить, и не только будете любить детей. but you'll love Krishna and you'll love all living Вы entities будете also. любить Кришну, и поэтому у вас будет любовь ко всем живым Then существам. every moment will be real spiritual romance. И тогда у вас будет настоящий духовный роман с каждое мгновение. One time, one devotee, he just got married, Однажды один преданный женился, and he went to Prabhupada and said, Prabhupada, he was on a morning walk. He said, Prabhupada, I just got married. была утренняя прогулка, этот преданный шел Шрила Прабхупада, сказал, Шрила Прабхупада, я только женился. So please tell me, what is the actual intimate relationship between a newly married man and his wife? Пожалуйста, скажите, Шрила Прабхупада, какие должны быть интимные отношения между молодоженами? So Prabhupada said, after you get married, Шрила Прабхупада сказал, после того, как вы поженились, the wife cooks very nice prasadam. жена, она приготовит хороший прасадам, And then the man goes outside, муж должен выйти на улицу and in a very loud voice he shouts out, и очень громко прокричать: if anyone's hungry, Yes, let them кто-нибудь. come and eat. «Есть кто-нибудь голодный, заходите, я вас накормлю». If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то есть голодный, заходите, я вас накормлю. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то есть голодный, заходите, я вас накормлю. So the devotee is completely bewildered. Преданный был смущен. Maybe Prabhupada didn't hear me. Может быть, Прабхупада не расслышал, что я его He спрашиваю? said, Prabhupada, Шрила Прабхупада, повторил он второй раз. I just got married. Я только женился. M-A-R-R-Y-I-E-D. И, по буквам женился. I'd just like to know, Я хотел бы знать, what is the intimate relationship that a new married devotee can have with his wife? каковы могут быть интимные отношения у преданных, которые только поженились. So Prabhupada said, Прабхупада ответил: the woman cooks very nice prasadam. твоя жена приготовит хороший прасадам. And the man goes out, Ты должен выйти на in a улицу loud voice he calls out, и громким голосом прокричать: if anyone's hungry, let them come and eat. если кто-то голодный, заходите, накормим. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то голодный, заходите, накормим. If anyone is hungry, let them come and eat. Если кто-то голодный, заходите, накормим. The devotee said, well, Prabhupada must be really hard of hearing. Преданный подумал, наверное, что Прабхупада оглох. Maybe I'll ask him later. Я позже его переспрошу еще раз. So at the end of the morning walk, he came back to Prabhupada. После того, как утренняя прогулка закончилась, Prabhupada, преданный опять вернулся к Шриле Прабхупаде. Сказал: Шрила Прабхупада, я вот только недавно I just поженился. wanted to know.
What is the intimate relationship that a newly married man has with his wife? Я хотел бы вас спросить, вот мы только поженились, вот каковы должны быть интимные отношения между преданными молодоженами? So Prabhupada said the woman cooks very nice prasada. Что Бурбанк сказал, женщина приготовит хороший прасад, And the man goes out to the street. а мужчина должен выйти на улицу And in a loud voice he calls и out. громким голосом закричать. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то голодный, заходите накормим. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то голодный, заходите накормим. If anyone's hungry, let them come and Если eat. кто-то голодный, заходите накормим. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? Вопросы есть? Какой должен быть баланс у преданных вот, между... Ну, иногда бывает вот то, что вы как раз раскрывали тему, когда семейная пара или преданные они становятся на духовный путь, и муж погружается в баджан и не работает, и жене приходится работать. Где-то можно Прабхупада описывать это как именно правильно должен быть это муж в семье, чтобы авторитетно показать, иногда человеку сложно объяснить, сказать, что это неправильно. You mentioned that sometimes devotees they are becoming married and the husband is just chanting, doesn't take care of family, and the wife she is working. How we can explain to such devotees that he is wrong and preach? Иногда, когда семья начинает заниматься духовной практикой, супруг погружается в баджан, и жене приходится работать. И таким образом, возможно, как правильно в данной ситуации поступать, чтобы в чем баланс должен быть, и как правильно в семье себя вести в духовной жизни. I have no idea. Я сам не знаю. Srila Bhaktivinoda Thakur said, generally speaking, it's not a very good idea to get involved in a relationship between a man and a wife. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Шрила Бхактивинода Такур говорит, generally it's not a very good idea to get involved in a relationship between a husband and a wife. Он говорит, что это неправильно вмешиваться во взаимоотношения мужа и жены. Generally it's not very good unless they ask you. Если они вас не попросят. If you go up and tell someone that they're doing something wrong, Если вы к ним подойдете и скажете, что они делают что-то неправильно, they'll generally get very disturbed. обычно они сильно беспокоятся. Because if they thought they were doing something wrong, they wouldn't be doing it. Потому что они не думают, что они делают что-то неправильно, поэтому. Whatever, generally speaking, whatever anyone is doing, they think it's all right. Потому что каждый думает, что он делает все правильно. So it's not a good idea to offer free advice to people. То есть это не очень хорошая идея давать бесплатные советы всем и каждому, Unless they ask for it. если они не просят об этом. But better to set a good example Но ourselves. нужно показывать хороший пример. Yes. Махарадж, скажите, пожалуйста, существует ли авторитетная практика ситха пранали, и если она существует, то каким образом она осуществляется, и есть ли такие случаи в Исконе, когда это осуществляется? Is there an authorized way to get Siddha Pranali, and if it is there, how it's possible to do, and is there any example in ISKCON of this? Yes, we have our Siddha Pranali. Да, у нас есть Siddha Pranali. Srila Bhaktivinoda Thakur said that our Siddha Pranali is И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что наша Siddha Pranali Trinadapi Svichana Dharvasi Krishna Amarina Amadena Kirtanya Sadahari. That's our Siddha Pranali. вот это наша Siddha Pranali мантра. А такого нет, что кто-то кому-то сообщает, кто он в духовном мире, такой практики не существует. So there is no practice like someone is coming to you and saying that you are such and such in spiritual. We're not in this. We don't. Нет, этого мы не делаем. Even Srila Bhaktivinoda Thakur describes, which is known as Ekadasa Bhava.
in Harinam Chintamani. В Харинам Чинтамани Бхактивинода Тхакур описывает Экадаши Бхаву. Ekadashi. Ekadashi. Ekadashi means 11. А Экадаши означает 11. So Ekadasa Bhava means the 11 symptoms of a manjari. Есть 11 признаков манджари. The name of the manjari, Имя манджари, her dress, ее одежды, her ornaments, украшения, her yuta, her particular place in one of the groups of gopis. ее место в группе гопи. But that comes after you chant Shudanam. Но это открывается, если вы доходите до уровня Шуданам. After you realize when you're on the platform of Bhava, Когда вы достигаете уровня Бхавы, then you may start meditating. Then he gives that process of meditation. то вот дается такой процесс медитации. But our meditation Но наша медитация, is we're servants of Chaitanya Mahaprabhu. мы слуги Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Chaitanya. That we're servants of Chaitanya Mahaprabhu, spreading the Sankirtan movement. Мы слуги Шри Чайтаньи Махапрабху в распространении движения That's our Санкиртана. meditation. Вот такова наша медитация. And by performing that meditation, И если мы следуем этой медитации, automatically our relationship with Krishna will be revealed to us. то в свое время эти отношения с Кришной откроются нам. There's no need for a separate meditation. Нету необходимости в отдельной медитации. Оно из сердца откроется, или это кто-то, Кришна кого-то приведет, кто откроет, вот этот момент. It would be revealed from the heart, or some person will come and reveal No, this we to us. reveal. It's already been revealed. Это уже раскрыто. Gopi Bharata Pada Kamalayar, Dasa Dasa Anudasa. We're servants of the servants of Krishna. Это уже известно, наше отношение с Кришной, мы слуг Кришны. Everything that's been revealed to us. Все это уже And we открыто. take that up, everything else will be revealed. Все это открыто нам, и если мы примем то, что уже нам открыто, то остальное откроется в свое время. If Krishna is attracted by our service Если Кришна привлечется нашим служением and reveals himself, и откроет себя нам, everything else will be revealed. то все остальное тоже будет открыто. Yes. Спасибо за лекцию. Thank you so much for the class. А вопрос у меня вот дома, когда я сам читаю одним джапу, у меня очень хорошо получается сконцентрироваться и много реализации перед алтарем. А в храме, когда групповая джапа, у меня очень беспокойный ум и плохо. Что это? Что-то со мной не так? When he's chanting at home, near his altar in the room, he can concentrate very easily, but in the temple it's very difficult for him to concentrate. Mind is just flickering. Why is it so? Maybe you have a nice temple room. Maybe. Наверное, у вас хорошая алтарная комната дома, да? Very convenient. На одной из лекций вы сказали слова из Бхагавад-гиты, что простые вещи, слова должны быть приятными и правдивыми. You mentioned this verse from the yesterday. You mentioned the verse from the 17th chapter about the words should be pleasing to the ears, truthful. Я часто находил много цитат, где Филипп Бурбанк говорит, что это мирская мораль, но ей не следует. То есть нужно правду говорить, даже если она неприятна. But in other places, Srila Prabhupada is saying that there's mundane morality, and we just should tell truth openly, disregarding is it pleasing or not. Many times Srila Prabhupada is saying that truth should be spoken openly without any regard. Is it pleasant or not? Can you give me one example? А где вы встретили такие цитаты? Бхактиведантой Свами книжка очень много. Бхактиведантой Свами книжка. He read these quotes in Bhaktivinoda Maharaj book on Give me one Brahmacharya. example from the book. Ну хотя бы одну цитату можете дословно процитировать? Я помню, там несколько таких цитат. Ну ссылку одну можете дать на Я могу книги? на книгу несколько. Anyhow, then we have to adjust things.
всегда нужно действовать в соответствии с For instance, Krishna ситуацией. himself in that verse says, Anuvegam param vakyam sattva priyahitam chaya swadaya vyasanam jaiva vangmaya tapa uchite. That austerity of speech means to say things which are truthful. Итак, это 17 глава Бхагавад-гиты. Кришна говорит, первое, слова должны быть правдивыми, Which are pleasing, они должны быть приятными для слуха, приносить благо человеку, which are according to scripture, должны соответствовать Писаниям and which don't agitate people's minds. и не должны приводить в возбуждение умы людей. And Prabhupada himself writes in the purport Комментарий Шрила Прабхупада пишет, that if one is an authority, если человек представляет he какой-то can speak the авторитет, truth. он может говорить правду. But if he's not the authority, Но если он не представляет he's not авторитет, speaking in such a way as to agitate the minds of others. он не должен говорить таким образом, чтобы приводить в возбуждение умы людей. So you may have some other, so you have to show the other quotes and then we have to assimilate them to see what it means. То есть нужно брать цитату, смотреть, в каком контексте она была сказана, и тогда можно ее обсуждать. Prabhupada said that this philosophy is the most consistent, Шрила Прабхупада говорил, да, эта философия очень последовательна, exacting, очень точна and complete и завершена по due своей, to the unbreaking system of reciprocal succession. благодаря непрерывной цепи ученической So we don't преемственности. expect to find contradictions in what Prabhupada says. Поэтому не должно быть противоречий в том, что говорит Шрила Прабхупада. So we have to adjust it. Просто нужно все это смотреть. And we just have to see Prabhupada, И нужно смотреть на пример Шрилы his own Прабхупады, personal example, его личный пример. when he was preaching from the Vyasa side. Когда он проповедовал свясасаны, Sometimes he'd speak quite strongly, иногда он говорил очень сильно, but then he'd say, I'm not speaking. но он при этом говорил, это не я говорю. Swabedra hostra karayar samstuta purusha pashu niyat karna patiyo peta jatinam gada vrja. Men who are like hogs and dogs and camels and asses. После этого он цитировал этот стих из второй песни Шримад Бхагаватам, где говорится, что люди, подобные слонам, верблюдам, ослам, They worship bigger hogs, dogs, camels, and они asses, поклоняются еще большим свиньям, ослам, верблюдам, but they never worship Krishna. но они никогда не поклоняются Кришне. So Prabhupada said, I'm not speaking, this is Krishna's word. И Шрила Прабхупада говорил, это не я говорю, это слова Кришны. But when Prabhupada spoke them, it wasn't out of envy, nor than when Krishna speaks, it's out of envy. И когда Шрила Прабхупада произносил эти слова, он делал это не из зависти, и сам Кришна тоже произносит эти слова не из зависти. It's out of deep love and concern. Они произносили эти слова из-за глубокой любви и заботы. But if we misinterpret it, Но если мы будем неправильно интерпретировать их, then we may think, I'm going to tell the truth. сейчас я скажу им It doesn't правду. matter whether it agitates your mind, Независимо от whether you того, like it or not, приводит это их возбуждение, их ум или нет, соответствует это Писаниям или because нет. I'm a Brahmin. Потому что я браман, I tell the truth. я правду говорю. But it's deeper than that. То есть все гораздо глубже. Although the truth is ultimately what we're trying to present. Мы хотим представить истину, But Krishna is the truth. но истина это He's the Кришна. supreme truth. Высшая истина это Кришна. Gyanam gayam gam kam yam riddhi sarvasya vishritam. He is the light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter. He is knowledge. He is the object of knowledge. He is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. В этом стихе говорится, что я свет всего светящегося, я знание и так далее. То есть там перечисляется много факторов, где Кришна говорит, это я. So Krishna is the truth, but he's the sweetest truth. Кришна это истина, но он сладчайшая истина. He's the most pleasing truth. Самая приятная истина. He's the most beneficial truth. Самая благоприятная истина. He's the goal of all the knowledge. Он цель всего знания. So we can't forget what the real truth is. Поэтому мы не должны забывать, кто является истиной. Then we'll be able to actually tell the truth. Тогда мы будем способны произносить истину. Yes. Одна из 4 нектара это за исполнение, несовершенное исполнение преданного служения. Немножко разверните, пожалуйста. Could you please explain what is Bhakti anarthas developing from the devotional service? That generally means deity worship, which is imperfectly, well actually deity worship is a different thing. Pious activities, performing devotional service in the mood of piety.
Это происходит, когда мы выполняем преданное служение, думая, что мы занимаемся благочестивой деятельностью. Just like we could perform devotional service and at the same time think it's some pious activity. То есть мы совершаем преданное служение, желая получить какие-то плоды благочестия. Just like, as I said yesterday, we have Taranga Rangini, enjoying the small waves of devotional service. Как вчера я упоминал эту стадию Баджана Кри, которая называется Таранга Рангини, когда мы начинаем наслаждаться уже первыми волнами преданного служения. Doing nice service, but somehow or another trying to get some enjoyment from the service. Мы выполняем вроде бы хорошее служение, но пытаемся получить от этого наслаждение. Rather than completely dedicated simply for Krishna's pleasure. Вместо того, чтобы делать это просто ради удовольствия Кришны. Anything else? Еще что-то? Yes, да. Место. Где? So we have Mahamaya here in the material world and Yogamaya in spiritual world, but where is the place of absolute truth? Because everything is covered here is covered by Mahamaya. We're covered. Мы покрыты, But Krishna is not covered. но Кришна не покрыт. We can't say that everything here is covered. Мы не можем сказать, что все покрыто этими двумя иллюзиями. We can't say the Panchatattva in the temple here is covered. Мы не можем сказать, что вот Панчататтва в храме, она тоже покрыта здесь иллюзией. It's not when Krishna comes in the material world he becomes covered. Или Кришна не сходит в материальный мир, разве он покрыт? It's only our consciousness that's covered. Покрыто только наше сознание. Everything else is perfect. Все остальное совершенно. So when our consciousness becomes uncovered, then we'll see everything properly. Поэтому, когда наше сознание избавится от этого покрытия, мы увидим все в истинном свете. Is that right? So spiritual illusion is also belongs to like. Yeah, we're always going to be in some kind of illusion. Да, мы будем всегда в какой-то иллюзии. Either spiritual or material. Либо в духовной, либо в материальной. Because in Vaikuntha there is no spiritual illusion. Но на Вайкунтхе нету духовной иллюзии. Only if we want to go to Goloka Vrindavan there's spiritual illusion. Духовная иллюзия действует только на Галока Вриндаване. There they see Krishna. На Вайкунтхе они видят They're Кришну. so much in love with him they think he's just an ordinary resident of Vrindavan. На Галока Вриндаване все преданные, они смотрят на Кришну глазами этой вот духовной иллюзии. Они не видят его как верховную личность Бога. Therefore, when Krishna loses the fight with the cowherd boys, he has to carry them on his shoulder. Поэтому, когда Кришна проигрывает в игре пастушкам, он вынужден носить их на плечах. You never see Lord Narayan carrying one of the Vaikuntha Vasis on his shoulder. Вы на Вайкунтхе ни разу не увидите, чтобы Нараяна носил кого-то на плечах из своих преданных. But in Goloka Vrindavan that's possible. Но на Галока Вриндаване это возможно. We never find one of the Vaikuntha Vasis taking a stick and threatening to beat Narayan. Вы не увидите на Вайкунтхе какого-нибудь обитателя, который хватает палку и угрожает Нараяне. But Mother Yasoda takes a stick. Но мать Яшода берет палку, And Krishna starts to cry. и Кришна начинает плакать. That's only possible. Even Krishna is an illusion. Даже Кришна в это время находится в He's actually иллюзии. afraid of Mother Yasoda. Он боится мать Яшоду. So even God's an illusion. Даже Бог иногда в иллюзии. But that's only in the spirit in Goloka Vrindavan. Но только на Галока Due to Вриндаване. the intense love that they have. Из-за интенсивной любви, которая проявляется там. So that kind of illusion is nice. That illusion we want. Это вот та иллюзия, к которой мы стремимся. We're so much in love with Krishna, we forget he's God. Что мы попадаем в такую интенсивную любовь с Кришной, что мы забываем о том, что Он Бог. So it's nice to be here. Thank you very much. Большое спасибо. We look forward to seeing you again. Увидимся снова.
So let's take shelter of Prabhupada's instruction. Давайте же примем прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады, The good instructions of Prabhupada's followers. в хороших наставлениях, которые передают последователи Шрилы Take Прабхупады. advantage of this wonderful movement that Prabhupada has given us. Давайте воспользуемся теми преимуществами, которые дает нам движение Шрилы Continue our Прабхупады. devotional service. Серьезно будем выполнять преданное служение. And try to make the unfortunate become fortunate. И давайте постараемся сделать неудачливых живых существ удачливыми. Srila Prabhupada ki jai.